Сколиоз. Что за зверь такой? Как с ним работать и как корректировать? Об этом мой сегодняшний ролик. С вами я, Николай Соловьев, клинический психолог, практикующий кинезиолог. Подпишитесь, чтобы не забыть важную и полезную информацию. Сколиоз. Я бы взял эту проблему и рассмотрел ее чуть шире. Не только проблемы со спиной, но это все-таки вопросы корректной работы черепа, региона шеи, региона поясницы, стоп и так далее. Потому что спина – это самая массивная часть нашего тела, где все вышеперечисленные проблемы собираются в одну кучу, и они видны даже самым невооруженным глазом. Поэтому пытаться одну сторону спины, скажем так, расслабить, а другую привести в тонус, чаще всего имеет успех только на конечной стадии работы. Давайте посмотрим, о чем я говорю. У нас есть вертикальная составляющая, если мы смотрим со стороны спины. И в этой вертикальной составляющей относительно поверхности земли расположен человек. Здесь должна четко быть расположена голова, шея, спина, соответственно, ноги, стопы и руки. Примерно так. Если мы говорим о том, что у человека, допустим, есть проблемы региона таза, то есть таз занял вот такое положение. Отклонение будет в эту сторону, это очевидно. Соответственно, компенсаторно будет в другую сторону отклонена шея с головой. Если это будет в левое нарушение, то все произойдет с точностью наоборот, только в эту сторону. И в эту сторону будет отклонение таза. Поясница потянет за собой проблемы полностью спины. Здесь, соответственно, если в эту сторону будет отклонено, будет увеличение, уплотнение мышечных групп, а здесь они будут растянуты. И позвоночник займет вынужденное либо С, либо S-образное положение в зависимости от того, какие нарушения есть в теле. Поэтому, если мы говорим о сколиозе, на что бы я обратил внимание? Прежде всего, именно на восстановление полностью осанки, начиная с корректной работы черепа, шеи, поясницы, стопы, ну и, конечно, переходить на спину, на работу с диафрагмами. Это безусловно. Что будет являться такими триггерами, что ваш сколиоз несколько более широкая проблема, что покажет, какие пункты, чем просто нарушение в работе мышц спины, какие-то мышечные выпирания. Это когда человек долго появлялся на свет, долгие роды, скорые роды, вспомощные мероприятия, кесарево сечение. Это практически 100% причина того, что сколиоз будет. И надо начинать работать оттуда. Это некорректно с точки зрения физики организма, поведения в повседневной жизни. Очень много гаджетов, неправильное сидение, неправильная обувь. Это то, что будут поддерживать все эти нарушения. Это неправильный прикус. Положение челюсти, положение языка во рту и положение стоп будет определять наше общее положение в пространстве. И именно эти две плоскости контролируют наш организм для того, чтобы находиться в вертикальной составляющей. Если неправильно расположен язык, если некорректно стоят стопы, организм будет вынужден занимать уже положения в пространстве совершенно другие, отложенные от нормы. Это тоже надо учитывать в работе. Ну и потом повседневная поддержка с помощью специальных упражнений, формирования правильных паттернов, правильных движений, как региона спины, так и всего остального тела. Они зачастую, эти упражнения требуют долгого воздействия, долгого привыкания к тем или иным вещам, правильности выполнения, мотивации для подобной работы. И одним днем это не решается. Вспомните, как раньше работали кабинеты ЛФК, ребятишек там вели год, два, три вместе с ортодонтами, вместе там с другими специалистами. И я бы хотел, чтобы вы тоже задумались об этом. Конечно, массаж спины будет, безусловно, в помощь. Но это, к сожалению, будет только самая последняя часть, вишенкой на торте при решении этой проблемы. Поэтому, когда мы говорим о коррекции такой вещи, как сколиоз, задумайтесь об общей картинке, уделите этому наибольшее внимание, соответственно, результат не заставит себя ждать. Именно хорошей динамикой, именно положительным решением этого вопроса. С вами был я, Николай Соловьев.
Я с радостью отвечу на ваши возникающие вопросы, а также готов помочь всем своим опытом, всеми своими знаниями на том личном приеме, если ко мне вы готовы обратиться. Всем добра и здоровья!